Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам очень интересный узор. Я его называю ажур без дырочек. Обычно, когда мы слышим слово ажур, сразу представляется легкое воздушное полотно с множеством отверстий, сквозь которое красиво проходит свет, и выглядит оно очень изящно. Но этот вариант отличается. В нем есть вся изящность и фактурность ажура, но при этом полотно достаточно плотное. Вот, посмотрите. Еще есть второй вариант этого узора. Если вы хотите вообще без дырочек, тогда вот здесь добавляется еще одна лицевая петля. Я об этом расскажу, когда буду показывать, как вязать сам этот узор. А сейчас давайте просто на него посмотрим. Посмотрите, он формирует такую легкую волну по низу изделия. Вот, это волна. И выглядит невероятно изящно и женственно. Если же вязать этот узор от горловины, он будет смотреться вот таким вот образом, как бы листочки напоминая. Изнаночная сторона его выглядит вот так. Такой узор будет особенно актуален в осенне-зимний период для вязания платьев, когда вы не хотите, чтобы оно было слишком дырявчатое. Для вязания детских изделий как нельзя лучше подойдет такой и подобные ему узоры. Пряжа здесь может быть использована любая, летняя, демисезонная или же зимняя. Подойдет гладкая, пушистая пряжа и легкая букле. Будет тоже выглядеть очень интересно и изящно. По толщине я бы сказала, что здесь не подойдет только очень толстая пряжа, потому что вот этот центральный элемент, он будет выглядеть в толстой пряже достаточно грубо. Но это также зависит от того, какая конечная цель и какое изделие вы вяжете. Если это, к примеру, достаточно теплое пальто на подкладке, то с толстой пряжи такой узор также можно пробовать вязать. Количество пряжи огромное, бесконечное, можно даже сказать, поэтому каждую пряжу охарактеризовать практически невозможно и перепробовать тоже. Поэтому все нужно пробовать. Я рассказываю только о тех видах пряжи, из которой я вязала конкретный узор. К спицам узор не привередлив, он выглядит очень интересно как при достаточно плотном вязании, так и в рыхлом исполнении выглядит очень интересно. Свой образец я вязала из стопроцентной шерсти, здесь 300 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 4. То есть плотность здесь идет средняя, можно намного плотнее вариант этого узора использовать. А теперь давайте приступим к практической его части. Раппорт самого узора здесь составляет 30 петель в ширину и 12 рядов в высоту, что делает его идеальным для вязания изделий с азиатским ростком. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт этого узора. Для этого я набрала 32 петли. Я не оговорилась, этот узор немножечко необычен. Он формируется за счет нескольких элементов вязания, и поэтому петли, которые вы видели, указаны на схеме, их количество не соответствует фактическим. Итак, фактически, когда вы вяжете этот узор, у вас должно быть набрано 30 петель для одного раппорта узора и, соответственно, 15 для его половинки. Вот пол раппорта узора, это вторая половина раппорта. Вязать я буду весь вот этот один раппорт вместе с вами. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю, все остальные петли это у меня петли самого узора. Петли на спице у меня расположены открыто,
то есть вторая дужка смотрит на меня. И я ввожу спицу, как будто провязывая 2 петли вместе, захватываю нить, провязываю одну лицевую, но вот эти 2 петли с левой спицы я не снимаю, делаю накид и еще раз ввожу спицу в эти 2 петли и провязываю еще одну лицевую. Итого у меня было 2 петли, стало 3. Теперь я сбрасываю их с левой спицы. Далее провязываю просто 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель на классическое, то есть первая дужка, чтобы смотрела на меня. И провязываю их одной лицевой. 3 лицевые дальше идут. Дальше разворачиваю петли также первой дужкой ко мне, как при убавлении вправо. Ввожу спицу в обе эти петли, подхватываю рабочую нить и вывязываю одну лицевую петлю. При этом эти петли с левой спицы 2 не сбрасываю. Делаю накид и вновь в эти 2 петельки ввожу спицу и провязываю еще одну лицевую петлю. То есть у меня здесь было 2, стало 3. И вот третья петля и компенсирует убавление, которое у меня идет по центру раппорта узора. Все, я этот пол раппорта узора связала. Если вы хотите, чтобы вот этих дырочек вообще не было, тогда нужно добрать к раппорту узора еще одну петлю и вот здесь между вот этими элементами вязания провязывать одну лицевую. Если же такой вариант, как у меня, тогда эта лицевая петля не провязывается, а сразу начинается вторая половина раппорта узора вязаться. Сквозь 2 петли продеваю спицу, вывязываю одну лицевую, делаю накид, далее вторую лицевую петлю. И продолжаю вязание по схеме. 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И вновь я буду провязывать из 2 петель 3. У меня петли расположены открыто, поэтому я меняю их расположение на классическое. Подхватываю 2 эти петли, провязываю одну лицевую, делаю накид и вторую лицевую из этих 2 петель и сбрасываю. Ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются изнаночными петлями. Все накиды, которые мы добавляли, выполняя элемент вязания из 2-3, также они будут провязываться изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, соответственно, все петли вы будете провязывать лицевыми. Думаю, здесь никаких сложностей возникнуть не должно, поэтому четные ряды я буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочную переснимаю, и как все нечетные ряды я начинаю с провязывания из 2 петель 3. 2 петли поддела, провязала одну лицевую, сделала накид и в эти же 2 петли продела спицу и провязала еще одну лицевую петлю. Далее 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. И вновь вывязываю из 2 петель 3. Лицевая, накид, лицевая. У кого менее дырявчатый вариант, здесь будет еще одна изнаночная. Кто вяжет такой вариант, как у меня, начинаем сразу же с провязывания из 2 петель 3. Лицевая, накид, лицевая. Дальше идет
4 лицевые петли, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая и провязываю из 2 петель 3, но сейчас у меня петли должны быть расположены как при убавлении вправо. 1 лицевая, делаю накид и еще 1 лицевая петля. Кромочная заканчивает мой ряд. 5-й ряд. Кромочная. Из 2 3 петли расположены как при убавлении влево, 1 лицевая, накид, лицевая. Далее 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. Опять провязываю из 2 петель 3. В конце полураппорта петли должны быть расположены классически. И провязываю вот таким вот образом. 1 лицевая, накид, лицевая. Начинаю вязать второй полураппорт этого узора. Петли развернуты. Провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевую петлю. 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые и в конце полураппорта также провязываю из 2 петель 3, но петли должны расположены быть классически. Лицевая, накид и еще 1 лицевая петля. Ряд заканчиваю кромочной. 7-й ряд. Кромочная. Раппорт узора начинаю с провязывания из 2 петель 3, петли в начале развернуты. Далее 3 лицевые петли, 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Полураппорт заканчиваю из провязывания из 2 петель 3. Петли должны быть расположены классически. И провязываю вот таким образом. Лицевая, накид, лицевая. Начинаю вязать следующий полураппорт узора. Также провязывая из 2 3, но петли здесь должны быть уже открыты. И провязываю 1 лицевую, делаю накид и 2 лицевую петлю. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые петли, 2, 3. И заканчиваю также провязыванием из 2 петель 3. Петли классически расположены и провязываю 1 лицевую, делаю накид и еще 1 лицевая петля. Ряд заканчиваю кромочной. 9-й ряд. Кромочную переснимаю, провязываю из 2 петель 3. Петли в начале полураппорта развернуты, и 2 дужка смотрит на меня, как при убавлении влево. Далее 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля. Из 2 провязываю 3 петли, но в конце полураппорта петли должны смотреть первой дужкой на меня. И провязываю их вот таким вот образом. Лицевая, накид, лицевая. Начинаю вязание второго полураппорта. Петли открыты, развернуты.
провязываю из двух одну петлю, делаю накид и еще одну лицевую петлю. Далее 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые петли, 2, 3, 4. И из 2 петель вывязываю 3, но здесь петли расположены классически, то есть это чередуется открытые петли, классические. Вот таким образом. И ряд заканчиваю кромочной. 11-й последний лицевой ряд этого узора. Кромочную переснимаю. Из первых 2 петель провязываю 3, лицевая, накид, лицевая. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевые петли. Из 2 3, но в этом случае они должны быть классические эти петли. И провязываю 1 лицевую, делаю накид и 2 лицевую петлю. Второй полураппорт начинается точно так же с провязыванием 3 петель из 2, но здесь они открыты. Из 2 петель провязываю 1, дальше делаю накид и еще 1 лицевую петлю. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 лицевых петель, 2, 3, 4, 5. И из 2 петель провязываю 3. Здесь петли классические и провязываю лицевую, делаю накид и еще 1 лицевую петлю. Далее кромочная. И вот так выглядит один раппорт этого узора. За счет вот этих убавлений формируется наш рисунок. А вот так этот узор выглядит на футболке. А на какие проекты вдохновил вас этот узор? Мне будет очень интересно, если вы поделитесь своими творческими идеями в комментариях. Всем хорошего дня и до встречи на канале!